В этом вязальном влоге хочу поделиться с вами процессом вязания кардигана из мотивов. В прошлых влогах уже начала рассказывать о том, что вяжу мотивы, но весь процесс и результат решила собрать в отдельный влог. Такая бобина. Магазин, если нужно будет позже, покажу. Ссылку оставила в описании. Здесь, конечно, подписано не только на корейском, но здесь и на английском, поэтому можно разобраться в составе. И такие мотивы. Начинается с круглого и потом переходит на квадратик. Я вяжу очень большим крючком, как большим для такой тоненькой, для такой очень тонкой пряжи вяжу пятеркой, потом получается очень легкий такой квадрат. Я вообще не люблю жесткое вязание, если это одежда. Мне нравится пластичная, мягкая одежда, легкая, поэтому и как кардиган, рубашку я тоже хочу, чтобы он получился легкий. 5 миллиметров крючок и 2,5. Если делать какую-то одежду, то вот такие квадраты жесткие в одежде, ну, я бы не хотела. Покажи, что ты вяжешь. Из рафии. Красиво выглядит. Как чешуя такая какая-то. Чешуйки красивые. Я наконец-то начала эти мотивы соединять. Вчера уже немного соединила. Мне показалось, что если я сделаю 5 рядов, сейчас покажу, как я их соединила. Вот так я их соединила, 5 мотивов в эту сторону и 4 сюда. Я думаю, ну, это еще коротковато, и, скорее всего, еще ряд добавить. Но сейчас я что-то примеряла, и даже сестренка посоветовалась, она говорит, наверное, 5 в ширину это много. Сейчас посмотрю по своей рубашке. Например, если я хотела бы вот такого, как моя рубашка размера, сделать рубашку из мотивов, то как это будет выглядеть сейчас? Ну, в принципе, мне кажется, она права. Хотя, если здесь смотреть, то почти вот так выровняла. Ну и здесь тоже похоже. Как будто и так получается вот ровно 5 мотивов в ширину. Ну, может, это слишком тогда широко. Сейчас еще подумаю. У меня еще вот такая стопка есть, чтобы уже перед тоже сделать. Сейчас надо распределить, и, возможно, для рукавов придется довязать. На всех мотивах я уже заправила хвостики. Здесь да, не видно. И здесь где-то наверху было. В общем, других видео. Я хотела сделать отдельное видео и показать, как сделать так, чтобы в конце легко закрыть. Наверное, вот здесь. И не нужно потом мучиться заправлением ниточек. Все говорят, что мотивы это куча ниточек и потом заправлять. Не знаю, я стараюсь так, чтобы было не куча ниточек. Мне все удобно. Поэтому тоже постараюсь показать. В общем, я тут подумала и решила еще приложить к другому кардигану, который я вязала вот крючком и тоже хорошо его носила. Мне нравится его фасон. И тогда, если на него приложить, 4 мотива поместилось. Думаю, тогда по этому фасону буду делать. Не по той широкой рубашке, которую вот показывала, а вот это. Я думаю, так будет нормально. 4 мотива. Спереди тогда будет 2 и 2 полочки. И здесь обвязку, завязочки добавить. Тогда сейчас попробую продолжить. Хотела поснимать влог. Не знаю, если получится, сегодня что-то будет нормальное, наша прогулка. Если нет, то потом смонтирую и будет типа неделя с нами. Здесь что-то интересное по отзывам было. Всегда смотрим отзывы. Поэтому идем пробовать. Вот такой коридорчик. В общем, здесь что-то будет мясное. По отзывам даже здесь какое-то шоу снимали. Меню. Что будем? Уже водичку принесли. Водичку всегда приносят бесплатно. Стакан, вода. Салфетка. Мы думали про что?
Булгури, ханум булгури. На одного человека это. Да. А то это на двоих будет 40, да? Ага. А вот это что 18, это будние дни? Это будильник дни. До 2. Только ланч. Ну, сейчас выходной. Как единственный. Тогда получается нам 40 Угу. на двоих. А ну, будет котелок такой большой здесь, да? Попробуем? Ага. Мы будем готовить. Ты будешь готовить или она, интересно? Булгури. Булгури. Это говядина с соусом мариновать. Соевым соусом. Тоже по району чуть-чуть по-разному приготовить. Например, это сеульский, тогда много соусов. Не совсем все. И еще на юге это просто на углях пожарить. Так шашлык. Уже мариновать потом. Но сегодня мы попробуем как сеульский. Это с рисом так легко кушать. Так много закусок принесли. О, аккуратнее, горячий. Так, позже откроем. За закуски не платили. Закуски всегда входят, да? А рис мы заплатили один рис. Один рис заказали. Потому что нужно много порций. Спасибо. И мы планируем еще пробное лапша. Да. Не самая моя любимая кукума. Мясо маринованное очень быстро готовится. Чуть-чуть покипит и все. Интересно получается. Уже готово, будем пробовать. Ты уже себе тоже положил? Угу. Приятного аппетита. Чуть-чуть сладкое. Очень мягкое и чуть-чуть сладкое. Теперь тоже попробую так с травой. Я еще сделала вот так вот с листочком перилы. Кунжутный листочек. Положила сюда вот такой соус. А листочки вот здесь. Еще перец тоже есть острый. Но пока не буду. В общем, вот так. Ой, можешь мне положить вот такое? Вот это. Вот это. Это лук? Зеленый лук же, да? Спасибо. Ой. Еще, если много разных старичков, да, показатель, что реально очень вкусно. А здесь много. Вот яйцо уже готово. Тоже все вкусно в бульоне сварилось, сочно так. Огурцы и такой кимчи. Очень вкусно. Кстати, по поводу риса. Корейцы рис едят ложкой. В отличие от других азиатских стран, рис всегда ложкой едят, что очень удобно. Наверное, часто, наверное, европейцы удивляются, да, что здесь ложка. Лапша. Чуть-чуть горчицу добавить. И еще уксус, чтобы бульон чуть-чуть был кислее, свежее. Такого, типа окрошка корейская. Попробуем как. Еще. Лапша, яйцо, мясо, огурец. Теперь у меня тоже есть лапша. Чуть-чуть. Буду пробовать. Яйцо ты мне отдал. А тебе? Нормально. Спасибо. Ну все. Мы все доели. Идем? Теперь просто расплатиться. Не надо ждать акцента. Нам счет дали, да? Нам счет просто вот так дали. Ага, идем? Идем. Какая-то реклама. О, актриса знакомая, да? Это зонт интересный. Традиционный. Дорогу смотришь? Ну, опять направо. Дождь прошелся уже. Идем. Идем в музей. Ага, здесь сразу показывает в метро выход, где к музею дорога. Угу. Сейчас. Вот здесь вот написано
Национальный корейский музей, и мы идем туда. А, это как оружие сделано? Острый, да? Какие? Это же типа топор. Да, такие камни. Да, да. Ударить. Да. Ударить с две стороны. И поэтому как оружие с тобой. Похоже на макраме. А я опять свое сальное рукодельное все вижу. Идем дальше. Возвращаемся к кардигану, и здесь я несколько раз перевязывала горловину. Сделала такие мотивы, как половинки, 4 штуки. Попробовала собрать, но получилось очень странно, поэтому пришлось это все распускать и перевязывать. В итоге очень много кусочков ниток. А еще здесь вот придумала такую интересную конструкцию, как вязать с бобиной. Если ты войдешь в это хранилище, тебя поймают, я знаю. Откуда ты это знаешь? Я тут собираю эти мотивы. Что-то нелегкий процесс. У меня осталось пряжи, даже от пряжи, ну, реально ничего не осталось. Вообще-то осталось у меня вот здесь 4 мотива, которые уже, ну, никуда их никак не использовать. А у меня рукав чуть-чуть коротковат. Поэтому рукав я буду просто уже довязывать. Ну, наверное, столбики с накидом сделаю, иногда с воздушными петлями или как-то. Сейчас как придумаю, как-то делать. В общем, я почти его довязала. Ура! Изначально того, что я придумывала, у меня в раскладке, как я разложила, было спинка и перед такой по 4. С 4 мотива у меня было 1, 2, 3 и 4. Но сейчас я вот переделала. Целый ряд вот здесь распустила. Этот ряд я перенесла на рукава сюда. И то мне на самом деле на рукава вот не хватило, как я показывала, придется еще рукава доделывать. И вот здесь спинку, смотрите, как я сделала спинку. Мне понравилось наконец-то то, что у меня получилось так плавно. Потому что никакие треугольники, ничего сюда не укладывалось. Поэтому вот такой мотив сюда хорошо вписался. В общем, как оно выглядит. Здесь тоже вот достаточно так плавно получилось. Буду мерить, показывать. Сейчас мне нужно, да, все здесь обвязать. И рукав доделаю и соединить. То есть я когда я мерю, на самом деле, не всегда я все сшиваю. Иногда вообще на вот эти маркеры скрепляю маркерами. В каких-то моментах вот здесь, здесь. И потом скрепляю. И просто меряю, чтобы 100 раз это все не собирать и не разбирать. Ну, хотя пока я это вязала, вот и так несколько раз уже нитки обрезала, что жаль. Обрезать не хочется. Продолжу вязать. И скоро уже будет готов результат. Наконец-то смогу показать. У меня тут новое подключение, чтобы показать. Я наконец-то горловину собрала. Вот как у меня теперь получается красиво. Наконец-то. Потому что до этого то, что я пыталась сделать, ну, попробую прикрепить фото, мне не понравилось. Веточку, следы видно. В общем, сейчас выглядит так аккуратно. Потом на фото могу показать, как я здесь сделала дополнительный мотив. В общем, выглядит. Теперь еще осталось рукава немного довязать, еще короткие. Но у меня осталось очень мало пряжи. У меня есть несколько мотивов, я их буду распускать. И здесь уже довязывать просто столбиками с накидом, потому что мне ничего не хватит. Но, по-моему, уже так намного лучше выглядит. В шортах вообще. Рукав вот чуть-чуть довяжу. Чуть-чуть довяжу и спинка тоже такая ровная. Осталось вот соединить вот этот шов.
и довязать немного рукав. И потом здесь уже обвязку сделаю. Сейчас еще думаю, как здесь зацепить, как это сделать. Буду ли это как-то закрывать, или завязки, или пуговицы, что добавить. Так, интересно, рукава выглядит. У меня новое подключение, чтобы показать вам, как я обвязываю уже рукава. В общем, я здесь закончила вязать часть рукава, чтобы это удлинить. Ну, это было вообще не по плану, просто рукава были коротковатые, я уже показывала. Потом я так довязала, просто сделала по 3 столбика с накидом, одну воздушную, просто так прочередовала 4 ряда. И теперь я вяжу вот здесь вот рачий шаг. Если честно, рачьим шагом никогда не вязала. Сегодня вот первый раз сделала, посмотрела в видео несколько разных вариантов, и вот в итоге какой вариант мне понравился, выглядит вот так. Сделаю короткий рилс, чтобы показать, как это я вязала. Ну, возможно, вы знаете, если вы вяжете, наверное, для вас это ничего сложного. Ну, покажу, может, для кого-то это будет новое. Например, я сама никогда не обвязывала вот так. По-моему, выглядит очень даже красиво. А остальное, все, что я здесь обвязывала, по горловине, вот здесь полочки, сейчас покажу. Я здесь просто обвязывала столбиками без накида, везде. И здесь вот полочки тоже, везде так прошлась. По горловине тоже, внизу, по низу тоже прошлась. Все столбиками без накида. Только вот рукава чуть-чуть, получается, по-другому будут выглядеть. Тоже на примерке буду показывать. Рукава вот такие. Сейчас сижу, рассказываю и поняла, что этот топ я же тоже вязала. Это мой топ. Топ, вязанный спицами, тоже могу немного показать. На него никаких мастер-классов нет. Я его просто как-то из головы придумывала уже давно. Уже не помню, сколько лет назад. Может, 4, 3. В общем, такой не длинный, совсем короткий. И вот здесь я делала такие прибавки. Все из резинки. Здесь резинка тоже так расходится. Самый, наверное, любимый у меня топ. У меня топов немного, но это самый быстрый, удобный. И в носке, по-моему, это Газал Baby Cotton, если не ошибаюсь. Люблю эту пряжу. Самая, наверное, любимая у меня пряжа — это Газал. Много вязала из Газала, поэтому рекомендую. Если вы тоже вяжете и вам тоже нравится, можете написать, какие варианты вам нравятся, потому что у Газал тоже много разного. Гиза Мате, еще Baby Cotton. И, кстати, Baby Wool тоже я пробовала, зимний вариант. В общем, мне очень нравится. Итак, кардиган я довязала. Мне осталось сделать пуговицы или завязки, о которых я в советах спрашивала в Reels. И нужно теперь постирать и заблокировать. Перед тем, как пришивать либо пуговицы, либо завязки, без разницы, я хочу постирать. Потому что, сейчас покажу. Какое бы это ни было изделие, всегда все-таки это заводская пряжа, нужна ей стирка. Не знаю, вы стираете или нет, но я считаю, это обязательно все-таки. Плюс я еще, когда вязала, все время это руками трогала и где-то на бобину это наматывалось. В общем, для меня эта пряжа пока не чистая. Поэтому надо постирать, чтобы петли разровнялись. Вот эти швы все разровнялись. И плюс еще немного это все-таки, мне кажется, все это вытянется. Я хочу постирать и заблокировать, чтобы немного в длине это вытянуть. Поэтому, возможно, размер чуть-чуть даже увеличится. Ниточки я уже все заправила. Это было не так сложно. И осталась вот стирка и завязки или пуговицы. Ну, пока, по моим ощущениям, я склоняюсь здесь чуть-чуть, возможно, довязать планочку и сделать пуговицы. Почему-то мне хочется увидеть, как это будет в пуговицах. Я попробую, если вдруг будет странно выглядеть, можно же запустить, в чем проблема, и сделать завязки. Для стирки я обычно набираю прохладную воду, только не горячую, не холодную, слегка такую прохладную воду и шампунь. У меня нет сейчас специального какого-то средства для стиранных изделий, поэтому я просто обычным шампунем, можно какой-то недорогой.
Сильно как-то не скручиваю, ничего не делаю, просто легкими такими движениями. Все. Пошмякать. Слить воду и еще сполоснуть. Потом покажу, как это сушить. Слегка отжимаю и потом перекладываю на полотенце. Какое-то большое полотенце, чтобы дальше хорошенько это отжать. Раскладываю. Пока не обязательно прям очень аккуратно раскладывать, это чтобы отжимать. Складываю и с одного конца просто начинаю это немного в ролл заворачивать. Ну, можно чуть-чуть так пошире положить и еще завернуть. Чтобы вся вода ушла в полотенце. И теперь вот в это полотенце можно уже воду отжимать. Можно даже ногами вот так наступить, чтобы побольше воды вышло. И дальше уже будем блокировать. Покажу, как это сделать. Для блокировки я купила вот такие маты. Здесь в Дайсо продаются детские, чтобы вот так раскладывать и играть. 5000 вон. Так, и вот такие булавки. Набор булавок. Здесь 1000 вон. Буду раскладывать сейчас эти маты. Хотя сейчас вдруг идея появилась, может быть, на кухне разложить. На полу на кухне. Сейчас проверю. Вот на кухне, конечно, свет здесь не очень. Ну ладно. Попробую здесь сделать. Хотя бы пол твердый, на кровати не очень удобно. Надо все очень-очень ровно разложить. И сейчас буду булавочками вот так закалывать и натягивать. Ну все, теперь оставлю высыхать. Все аккуратно, ровно разложила. Булавочками подколола. У меня тоже булавки остались, но я уже тороплюсь. Можно было бы еще добавить. Пусть сохнет. Все, я побежала. Это для влога интересно будет. Дождь не капает? Мне кажется, чуть-чуть дождь капает, да? Чуть-чуть, не знаю. А, да, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Да. Мы приехали для моего отчета, для учебы. Смотреть крепость. Домашние задания. Домашние задания делаю. Как кто дочь с папой. Да, ты отец, помогаешь мне. Красиво, да? Да. Где мы Любимое находимся? место. Хвасон Хингун. Да. Крепость в Сувоне. Да. Мне очень нравится вот это на крышах. Можешь снять? Крыши красивые. Традиционные. Классно. О, вот так делаешь 3 раза, на себя же поворачивается. Вот так. Мы можем потом себе скриншоты сделать тоже. Удобно? Интересно, да? Теперь ты учишься на камеру это снимать. Теперь ты будешь меня снимать на камеру. Да. Да. Тебя тоже поснимаю. Да, идем. Я думаю, это твоя работа. У меня нет таланта. Нет, пробуй ничего. Хорошо. Кто будет мне помогать? Хорошо. Пробуй чуть-чуть. Айго. 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 Как тебе? Красиво, да? Да. Не будем такой одежду мерить? В королевский ханбок померить. Да, когда-нибудь, когда шанс есть. Хочешь такой кабинет, Да? чтобы двигатель Да, буду сидеть на полу. и вот сразу, да, сразу лежать. так. Да, хорошо, да? Ты любишь? Круто же. Люблю лежать? Мне не подходит такая комната. Почему? Маленькая? Компьютерный стол нет. Надо поставить. И где поставить 50 ему телевизор. Тоже нет? Да. Вот здесь за спиной. Видишь, вот эта дверь, да, слишком близко, поэтому большой монитор не могу. В другой комнате можешь поставить. поставить.
день, когда мы ездили в город Сувон и гуляли по крепости, я много снимала, поэтому обязательно будет еще отдельный влог. Здесь только чуть-чуть некоторые кадры. 남자들 열심히 일하고 있어요. Это я снимаю уже на следующий день, у меня уже все высохло. Я начала убирать эти булавки. О, кажется, это не очень быстрое дело. И можно даже еще отпарить. Отпаривать вещи я тоже люблю. Сейчас немножко пройдусь по швам. Привет, привет. Я наконец-то довязала. Уже постирала, блокировала все, уже решила померить. И посмотрите, как на данный момент выглядит. Но по моим ощущениям, все квадраты и швы уже стали ровные. Как однородное такое полотно. Мне очень нравится, как выглядит. И пока я вот сейчас смотрела, померила, у меня ощущение, что... Не знаю, как показать. Слишком получается высоко. Я стою, и вот мне ощущение, что я пуговицы прям застегиваю. Вот мне хочется сюда пуговички. Завтра посмотрю пуговички. Посмотрю. Наверное, такие маленькие. Несколько штук, может, даже чуть-чуть побольше. 5. Ну, посмотрим. Когда я уже куплю, пришью пуговички, вам покажу. Вдруг, если план изменится, я сделаю завязки, конечно, я это тоже покажу. Но на данный момент, сегодня, мне кажется, пуговицы идеально будут смотреться. Как красиво сейчас стало. И правда, после блокировки, после стирки, вот эти швы, я даже немного отпарила. Эти швы стали такие ровные, аккуратные. Как красиво. О, вот это с блесточками, как я люблю. Красиво. Еще Очень бежевый мне интересно. нравится. Это что такое? Как красиво. Смотри, Такое. потрогать, есть сэмплы. Тебе могут любой намотать, я так понимаю. Наверное. Хочешь 3 нитки разные. Квадрат, конечно, это не тот, но цвет пряжи, вот 2 таких квадрата у меня осталось, я их еще раз впущу, хочу планку сделать. И пуговички разные, надо будет подобрать, какие лучше подойдут. Пока не знаю. И вот вязание взяла с собой. 1 квадрат и второй еще начала. Надеюсь, не очень шумно. Сейчас окно открыла, у нас чуть-чуть стало вечером прохладнее, поэтому захотелось окно открыть. Пуговички. Здесь я уже сложила их в 1 пакет. Так, сейчас покажу. Взяла 2 разных варианта, чтобы померить, посмотреть, какой будет лучше. Но в любом случае, какие пуговицы останутся, я их потом использую в каком-то другом проекте. Ничего страшного. Я иногда так беру несколько и потом все равно что-то использую. Ничего не вижу плохого в том, что дома будут еще пуговицы. Так, первый вариант такой неброский. Вот насчет него я сейчас и думаю, что скорее всего он подойдет. Он такой, эти пуговички такие на ножках, поэтому надо будет петельку вязать. Чуть-чуть пряжи у меня осталось, поэтому можно еще довязать. В общем, вот эти будут выглядеть вот так. По-моему, красиво. Ну, мне нравится, как так выглядит. Здесь тоже. Так. Такое. И сейчас еще. Думаю, что-то поинтереснее взять. Поэтому взяла вот такой. Когда покупала, мне показалось, что тоже интересно выглядит. А сейчас не знаю. Вроде бы и красиво, а вроде бы и хочется это на сердечке на что-то другое применить. Даже с этим.
Мне кажется, наоборот, в другом изделии еще лучше смотрелось бы. Так, поэтому пока, скорее всего, эти я откладываю. Еще один вариант, тоже многие писали про завязки, поэтому я сверху решила хоть попробовать 2 завязки сделать и попробовать завязать, как это будет. Сейчас убрать. У меня немного еще осталось нитки, поэтому можно, в принципе, довязать. Может, не очень длинные, но завязки здесь можно связать. Потом подумала попробовать и связать, как будет выглядеть здесь завязка. Если нормально что-то будет, ну, покажу вам. И еще? Ага. Да. Двигайся. Да. Застегнуть тоже покажу. Ага. Видно? Ага.